Всем привет! Мы продолжаем серию видеороликов, посвященных обзорам масштабных моделей американских сидельных тягачей в масштабе 1 к 64 от производителя NeoScale Models. И в сегодняшнем видео я хочу вам показать капотный двухосный сидельный тягач с кабиной дневного типа Diamond T921, который копирует прототип 1955 года. Это не первый Diamond T, который я вам показывал в рамках серии видеороликов, посвященных американским сидельным тягачам, и мы уже рассматривали похожие грузовики только в трехосном исполнении. И у Neo на сегодняшний день насчитывается 6 масштабных копий грузовиков серии Diamond T. Первый грузовик — это трехосный сидельный тягач с кабиной дневного типа, он окрашен в красный цвет. Второй грузовик — это похожий трехосный сидельный тягач, он окрашен в зеленый цвет, только у него присутствует еще отдельный спальный отсек. Далее идут два трехосных сидельных тягача, которые похожи внешне. У них интегрированный спальный отсек в кабину, и один грузовик в синем цвете, второй грузовик в цвете слоновой кости. И далее идут два маленьких сидельных тягача в двухосном исполнении с дневной кабиной. Один грузовик мы как раз сегодня и рассмотрим, он бежевого цвета, а второй грузовик желтого цвета, он идет в наборе вместе с двумя полуприцепами для перевозки сыпучих грузов. Эту модель мы тоже рассмотрим в будущем видеоролике. Что касается моей коллекции американских сидельных тягачей от NeoScale Models в масштабе 1 к 64, то мне удалось собрать все грузовики, которые выходили серийно, и также в моей коллекции есть несколько моделей, которые были предсерийными и не пошли в серийное производство. Их я покажу в заключении данной рубрики. И вы в комментариях можете написать, а какие грузовики собираете вы. Возможно, вы собираете отечественный автопром, возможно, в вашей коллекции есть тоже американская техника, как в 64-м, так и в 43-м масштабе. У меня в 43-м масштабе американские сидельные тягачи преобладают от производителя IXO Models. Они активно взялись за производство подобной грузовой техники. Модели от IXO копируют журнальную серию, которая выходила в Испании и во Франции. Отличий не так много. У IXO стеклоочистители из фототравления, в основном другие схемы окраски, и модель поставляется в дисплей-кейсе, а не в картонной коробке, как журнальная серия. И модели от IXO выходят довольно часто, но сейчас я пока что за последние 2 месяца новинки от IXO не приобретал в свою коллекцию, потому что мне не очень нравится схема окраски этих грузовиков, и я жду, когда они выйдут в других вариантах окраски. Я вам сегодня для сравнения также приготовил еще один капотный двухосный сидельный тягач с кабиной дневного типа от NeoScale Models в масштабе 1 к 64. Это Mack B61T, который копирует прототип 1957 года. На эту модель я уже делал детальный видеообзор, но возможно кто-то не смотрел старый видеоролик, и вам будет интересно посмотреть, как модели смотрятся рядышком друг с другом. И давайте начнем с обзора масштабной копии. Она поставляется в стандартном боксе от NeoScale Models для грузовиков в 64 масштабе. И такие коробочки мне нравятся, их удобно хранить, но у Neo также есть некоторая партия грузовиков, это GMC и Chevrolet, которые поставляются в более маленьких коробочках. И странно, почему те грузовики Neo поставил не в такие боксы. Но что есть, то есть. Картонка голубого цвета, есть логотип данной компании. На нижней стороне можно ознакомиться с различной информацией, которая касается данного производителя. Эти модели изготовлены в Китае. Есть наклейка с артикулом модели, по которому можно найти ее в интернете. И указан прототип Diamond T921. Цвет темно-коричневый с бежевым. Neo, масштаб 1 к 64. В целом модели довольно хорошо запакованы, они прикручены двумя шурупчиками к подиуму. И здесь у модели металлическая рама, а кабина и навесные детали сделаны как из эпоксидной смолы, так и из пластика. И с этими моделями были казусы, например, ко мне одна из моделей пришла в поломанном виде, она соскочила с крепежных винтов и разбилась при транспортировке, и я думаю, эту проблему можно было бы избежать, если бы производитель сделал дополнительный фиксационный блистер, как, например, это делает IXO Models и такие производители, как StartScale Models, Автоистория и так далее. Но здесь почему-то Neo решил на этом элементе сэкономить.
Модель очень хорошо покрашена, довольно интересная схема окраски, присутствуют логотипы предприятия на дверках. Также детали ровно установлены в свои посадочные места и отсутствуют пятнышки клея. Я уже неоднократно говорил, что у Neo покраска модели — это одна из сильных сторон. Очень хорошо подбираются цвета, также хорошее лакокрасочное покрытие. И у меня в коллекции есть всего пару моделей из сотни штук, к которым можно действительно придраться. Задние фонари здесь обозначены просто красным лаком. Эти элементы можно было бы сделать и в виде прозрачных деталей. И, кстати, у Neo на некоторых грузовиках задние фонари делают в виде прозрачных элементов. Здесь почему-то их просто обозначили лаком. Но я предполагаю, что эти модели разрабатывают две разные команды. И одни делают упрощение, вторые делают более высокую детализацию. Рабочее сцепное устройство. Можно сцепить какой-либо прицеп, и у Neo предлагался один тип полуприцепа, это полуприцеп для перевозки сыпучих грузов, я тоже вам его демонстрировал на своем канале. А также вы можете докупить полуприцепы от американской компании DCP, у них огромный ассортимент. Также IXO заявил о выпуске полуприцепов в масштабе 1 к 64. Пока что официальной информации, подтверждающей это, не было, но такие слухи ходили. Так что тоже будем ждать и посмотрим, что нам предложит производитель IXO Models. Возможно, мне удастся сделать различные сцепки по довольно нормальной цене, ведь у DCP полуприцепы стоят очень дорого, плюс они продаются только на территории Соединенных Штатов, это высокая доставка плюс растаможка, и конечная стоимость, на мой взгляд, получается настолько большой, что нецелесообразно покупать эти масштабные копии в свою коллекцию. Но, возможно, в будущем все изменится, и эти модели будут доступны в продаже тоже в Европе. Когда эта модель была в новинку, то она продавалась за 79 евро 95 центов. Сейчас я посмотрел, во многих немецких магазинах таких моделей уже нету в продаже. Ее можно встретить на аукционах, а вот в российских магазинах на нее цена очень даже хорошая. Такой грузовик в одном российском магазине продают за 3500 рублей. Это примерно 35 евро. Цена в 2 раза дешевле, чем первоначальная рекомендованная розничная, и за эту цену можно приобрести модель в свою коллекцию и ее поставить на полку, если вы, конечно, собираете модели в 64 масштабе. Традиционная мутноватая светотехника спереди, визитная карточка Neo Scale Models, очень ажурно изготовлены стеклоочистители. Также у этого грузовика окрашен интерьер, его можно рассмотреть сквозь маленькие окошки. Элементы, такие как зеркала заднего вида, облицовка радиатора, дверные ручки и поручни, окрашены просто серебристой краской. В некоторых случаях их делают хромированными, но мне больше нравится вот такой вариант. Он мне чем-то напоминает полированный алюминий и выглядит более реалистично, чем чисто хромированные детали, которые устанавливаются на масштабные копии. Установлены регистрационные номерные знаки. Правда, сложно рассмотреть, к какому штату принадлежит данный регистрационный номерной знак. Но они окрашены в желтый цвет, тоже смотрится довольно интересно. Установлена выхлопная система с правой стороны. И на крыше присутствует клаксон и габаритные огни. Также хорошо сделаны колесные диски, покрышки в принципе более-менее нормальные, не хватает боковой маркировки, но я думаю, в 64-м масштабе она не столь важна, потому что модель довольно маленькая, и рассматривать мелкие надписи, я думаю, здесь не получится. И давайте покажу вам второй грузовичок, который есть в моей коллекции. Это Mack B61T, который копирует прототип 1957 года. Довольно веселая схема окраски, желтая кабина, красная рама. Тоже есть логотипы предприятия на дверках. Здесь уже другой тип регистрационных номерных знаков.
Зеркала заднего вида, выхлопная система, дверные ручки, поручни, облицовка радиатора также окрашена серебристой краской с мелким зерном. Здесь интерьер черного цвета. Похожее сцепное устройство. Оно тоже рабочее. Тоже интересно выполнены колесные диски. Центр окрашен в цвет рамы грузовика, обод серебристый. Покрышки точно такие же, они взаимозаменяемые у всех грузовиков в 64-м масштабе от NeoScale Models. И задние фонари на этом варианте также окрашены красным лаком. По габаритным размерам грузовики похожи, примерно такая же длина, такая же высота и такая же ширина. Эти модели отлично смотрятся, стоя рядышком на полке друг с другом. Вот такая довольно симпатичная модель. И, кстати, такой Diamond T921 пока что никто не предлагает в 43-м масштабе. Так что это хорошая альтернатива иметь такой грузовик в своей коллекции, пусть и не в 43-м масштабе, а в 64-м. Пишите ваши комментарии, что вы думаете об американской технике от NeoScale Models в масштабе 1 к 64. Понравился ли вам данный грузовик и какой тип полуприцепа, по вашему мнению, наиболее подходит к этому сидельному тягачу. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком, также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом канале. И можете заглянуть и подписаться на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все, до новых встреч, пока-пока.